На нашей планете есть точки, где реальность будто становится тоньше, где привычные законы природы ведут себя странно, а внутренний компас рассудка вращается, теряя опору. Эти геологические раны давно стали частью мирового фольклора и общих кошмаров. Канадская долина безголовых, откуда люди пропадают, оставляя обезглавленные тела. Море дьявола у берегов Японии — тихоокеанский аналог сегодняшнего героя, перевала Дятлова, где природа словно разыграла собственный сценарий ужаса. Но ничто из этого не проникло так глубоко в массовое сознание, как невидимый треугольник в Атлантике. Бермудский треугольник — 3 тревожных слога, вызывающих образы исчезающих самолетов и кораблей-призраков. Это не просто участок карты, а пугающий вопрос, вырезанный между Бермудами, Пуэрто-Рико и Флоридой. В течение десятилетий и даже столетий эта зона поглощала суда и самолеты, оставляя за собой немую тишину и отчаяние близких. Существуют сотни теорий. От выбросов метана и убийственных волн до инопланетных вмешательств и разломов пространства. Но все это лишь догадки. А недавняя находка на дне океана угрожает изменить представление не только о Бермудском треугольнике, но и о самой истории Земли. И начинается все не в шторме, а в стерильной, холодной лаборатории. Международный проект «Посейдон» — не просто экспедиция, а крупнейшая попытка создать детальную трехмерную карту самых глубоких областей Атлантики с разрешением до метра. В то время как скептики видели пустую трату денег, сторонники проекта напоминали: «Мы знаем о Марсе больше, чем о собственном океане». Флагман экспедиции, судно «Магеллан», было не кораблем, а мобильной научной станцией с технологиями, еще недавно считавшимися засекреченными. Его сердце — Helios-7, сонар нового поколения, способный отправлять низкочастотные георезонансные импульсы, проникающие сквозь километры донных толщ. Если обычный сонар — фотография кожи, то Helios — МРТ всей земной коры. Он не искал сокровищ, он изучал разломы, редкие минералы и структуру планеты. Маршрут пролегал через Саргассово море, в самую середину зоны, известной как Бермудский треугольник. Команда, геологи, физики, инженеры, относилась к мистике скептически. По их мнению, повышенная аварийность объяснялась плотным трафиком, гольфстримом и резкими переменами погоды. Но даже они ощущали внутренний холодок. Легенды живут дольше фактов. Первые недели проходили рутинно. Helios-7 тщательно сканировал рельеф, выводя на экраны хребты, каньоны и следы древнего вулканизма. Все величественно, но ожидаемо. И лишь однажды, во время спокойного дрейфа над самой глубокой частью впадины у Пуэрто-Рико, система подала едва заметный сигнал. Младший аналитик хотел списать его на сбой, но отмеченный сектор был помечен как аномалия высокой плотности с параметрами, не похожими ни на что известные. Когда изображение вывели на главный экран, рубка застыла в тишине. Среди хаотичного рельефа возник объект. Не смутная тень, не обломок, а гигантская идеальная фигура. Почти совершенный шестиугольник площадью с Манхэттен, с прямыми гранями, будто вырезанными лазером, и 12 лучеобразными траншеями, уходящими на десятки километров. Команда решила, что это ошибка, и трижды повторила сканирование под разными углами. Но результат был одинаковым. На глубине 8 километров лежит искусно правильная структура, невозможная ни для природы, ни для какой-либо известной цивилизации. Доклад ушел под грифом секретности, и в проект включили группу специалистов. Первым к делу подключился историк Элиас Венс, который сопоставил координаты объекта с картой исчезновений. Он ожидал увидеть слабую корреляцию, но обнаружил шокирующее.
Эпицентры самых загадочных катастроф образовывали почти идеальный круг радиусом около 300 километров вокруг объекта, словно невидимая зона влияния действовала веками. Венс начал с дела звена 19, исчезнувшего 5 декабря 1945 года. Его особенно поразило, что первое сообщение командира касалось не дезориентации, а внезапного отказа обоих компасов — и магнитного, и гироскопического. Такого не может случиться без колоссального внешнего воздействия. Другие пилоты сообщали о том же. Затем Венс вспомнил о спасательном самолете «Мартин Маринер», отправленном на поиски. Он также исчез без следа. Официальная версия говорила о взрыве, но не было найдено ни пятна топлива, ни обломков. Далее он изучил исчезновение Star Tiger и Star Ariel, двух современных авиалайнеров, пропавших с разницей в год при аналогичных обстоятельствах. Пилоты сообщали странные детали, необычные курсы, снижение высоты, а затем внезапную тишину. Но главный прорыв произошел при изучении дела USS Cyclops. Капитан другого судна описал кипящую белую воду, исчезновение горизонта, вращающиеся компасы и общую панику экипажа, и все это за несколько минут до исчезновения гигантского корабля. Подобные паттерны Венс находил в отчетах от XV века и вплоть до современных случаев, включая загадочное исчезновение двух Кейси-135 в 1963 году и крушение «Эль Фаро» в 2015, перед которым корабль внезапно потерял тягу. В результате пазл сложился. На дне океана находится нечто, что периодически создает поле, способное нарушать работу приборов, связи, двигателей и человеческого восприятия. Данные Helios-7 и отчет Венса отправили в закрытый центр по изучению аномальных полей. Команду возглавил доктор Кензи Танака, специалист по анализу сложных сигналов. Его интересовал не объект, а шум, который система обычно отфильтровывала. Он создал алгоритм усиления шумовой компоненты и запустил его на петаваттах данных. Несколько дней суперкомпьютеры работали без остановки, и однажды ночью Танака получил то, что искал. От обнаруженного объекта исходил постоянный сверхнизкочастотный электромагнитный гул, настолько слабый, что едва превышал порог чувствительности приборов. Но он присутствовал всегда, и, что важнее, его интенсивность была переменной, пульсирующей, словно ритм гигантского спящего сердца со сбивчивым, хаотичным биением. В какой-то момент Танака и его команда сопоставили пики этого загадочного гула с архивными данными магнитных бурь в регионе, и совпадение оказалось абсолютным. Тогда они создали компьютерную модель, чтобы понять, что произойдет, если в один из таких пиков интенсивность поля резко возрастет. Моделирование показало, вокруг объекта на глубине 8 километров возникнет мощнейшее электромагнитное поле сложной вихрево-торсионной структуры, способное подняться от дна до самой атмосферы, достигая высоты полета самолетов. Последствия для кораблей и самолетов, попавших в подобный энергетический шторм, были бы разрушительными. У стальных судов начала XX века, вроде «Сайклопса», магнитные компасы мгновенно вышли бы из строя, а мощный импульс вызвал бы короткие замыкания в примитивных электрических цепях, оставив корабль обесточенным, слепым и неуправляемым. Радиостанции перегорели бы, превращая судно в игрушку на волнах. Для самолетов времен звена 19 эффект был бы еще страшнее. Помимо сумасшедших магнитных стрелок, в проводке возникали бы паразитные токи, вызывая помехи, о которых и говорил лейтенант Тейлор. Но самым опасным был удар по гирокомпасу. Модель показала, что вихревое поле могло создать физический крутящий момент, выводящий ротор гироскопа из оси, лишая пилотов главного — искусственного горизонта.
В таких условиях над однообразной морской гладью, без работающих приборов, человек теряет ориентацию буквально за минуты и перестает различать верх и низ. Это объясняет фразу Тейлора: «Мы не можем быть уверены ни в каком направлении». Он не паниковал. Он констатировал потерю пространственного ощущения. Что же до слов о странном виде океана и свидетельства о белой воде, то модель Танаки дала пугающе точное объяснение. Взаимодействуя с соленой водой, мощное поле могло создавать эффект электролиза, насыщая воду микропузырьками водорода и кислорода, меняя ее плотность и вызывая иллюзию кипения или молочно-белого оттенка. В атмосфере же ионизация приводила к образованию тумана, свечения, загадочных огней, тех самых, о которых моряки рассказывали веками. Таким образом, тайна Бермудского треугольника получала научную основу. На дне океана мог скрываться природный гигантский генератор электромагнитных импульсов. Не инопланетный корабль, не портал, а геологическая аномалия невероятных масштабов, живущая по своим собственным законам. Но что это за объект? Ученые вновь и вновь изучали его трехмерную модель. Идеальные грани, шестиугольная форма — все это навело их на мысль о кристаллах. Некоторые минералы, например, кварц, обладают пьезоэлектрическими свойствами, то есть могут генерировать ток под давлением, а давление на 8-километровой глубине чудовищно. Так возникла гипотеза. Объект — гигантский монокристалл неизвестного или крайне редкого минерала, функционирующий как природный резонатор. Когда напряжение в земной коре достигает критической точки, происходит разрядка, мощный электромагнитный импульс. Любой корабль или самолет, оказавшийся в этот момент в зоне действия, становился жертвой. Эта теория объясняла все: редкость событий, их локализацию, разнообразные симптомы и даже отсутствие обломков. Обесточенные, дезориентированные экипажи просто не успевали подать сигнал, а судна тонули, их следы разносил Гольфстрим. Казалось, тайна раскрыта, но именно в этот момент история приобрела по-настоящему пугающий оборот. Проект «Посейдон» решил проверить гипотезу и добыть образец вещества. Для этого подготовили глубоководный аппарат «Орфей-3», вершину инженерной мысли, с алмазным буром и манипуляторами. Магеллан занял позицию над объектом, и аппарат начал долгое погружение в бездну, оставляя свет все выше. Камеры показывали, как сумерки сменяются непроглядной тьмой, освещаемой лишь лучами прожекторов, в которых мелькали странные полупрозрачные существа глубин. Давление росло. 7000 метров, 7500. Наконец, дно. Но оно не было мягким и илистым, как обычно. Прожекторы Орфея осветили поверхность, не похожую ни на что на Земле, черную, стекловидную, словно отполированный обсидиан, пересеченную сетью идеальных трещин под углами 60 и 120 градусов, как грань гигантского кристалла. Аппарат двигался вдоль структуры, и операторы замирали от увиденного. Перед ними лежала геометрически совершенная плоскость, будто созданная не природой. Ни ила, ни следов эрозии, словно некая сила очищала поверхность. После выбора точки бур коснулся поверхности, и в ту же миллисекунду все экраны на Магеллане погасли. Судно погрузилось в темноту, затем перешло на аварийное питание. На борту вышли из строя сотни приборов, некоторые загорелись. Члены экипажа у иллюминаторов видели, как океан вокруг вспыхнул жутким бело-голубым светом, словно от гигантской дуговой сварки. Связь с Орфеем-3 исчезла навсегда. Это была не случайная реакция. Объект будто защищался. Команда едва восстановила контроль над судном, но аппарат был потерян. Однако перед гибелью он успел передать последний пакет данных — несколько килобайт, записанных в последние мгновения. Когда инженеры расшифровали их,
научная загадка превратилась в ужас. Датчики зафиксировали электромагнитный импульс такой мощности, какой не предсказывала ни одна модель. Но главное, он имел четкую модулированную структуру, содержащую повторяющиеся паттерны, словно закодированное послание. Кроме того, сейсмодатчики уловили ритмичные толчки, исходящие из глубины объекта, будто внутри него запустился гигантский механизм. Стало ясно — объект не природный генератор, а активная система, реагирующая осознанно. Эта информация была немедленно засекречена, ведь она поднимала вопросы, для которых у человечества нет ответов. Что, если это не кристалл природы, а конструкция искусственного происхождения? Кто мог создать сооружение размером с город на дне океана миллионы лет назад? Мы искали следы иной цивилизации в космосе, слушали далекие звезды, а оказалось, что нечто может скрываться под нашими ногами в самых древних и темных глубинах. Возможно, оно спало, не вмешиваясь, пока мы сами не потревожили его покой. Исчезновения в Бермудском треугольнике получили новое объяснение. Это были не случайности, а реакция объекта на раздражители. Первые парусники носили металл, слабый сигнал, но все же шум. А современные корабли, и особенно самолеты, стали настоящими источниками электромагнитного шума. И порой объект отвечал, отключая то, что его беспокоило. Звено 19, Cyclops, Star Tiger, десятки других — все они могли пересечь невидимую границу и вызвать защитную реакцию. Мы не раскрыли тайну. Мы столкнулись с древним сторожевым механизмом планеты, о существовании которого не знали. Сейчас же возникает главный вопрос — что дальше? Продолжать изучение, рискуя спровоцировать удар, способный уничтожить не один корабль, а целый регион? Пытаться уничтожить объект, не представляя последствий для тектоники Земли? Или объявить зону полностью закрытой? И есть еще один, самый тревожный вопрос. Анализ данных за последние 100 лет показал, что пульсации становятся сильнее и чаще. Их рост совпадает с ростом технической активности человечества и увеличением глобального электромагнитного фона, от радаров до спутников. Возможно, мы сами его постепенно будем. Тайна Бермудского треугольника раскрыта, но эта правда страшнее любых легенд. Мы не одни на планете, и мы уже постучали в дверь существа, которое спало миллионы лет. Что произойдет, когда оно проснется полностью? Что это за древний механизм, форма неорганической жизни, геологический разум? И главное, один ли он? Сколько таких спящих титанов скрывают океаны и ледяные континенты? Мы открыли одну тайну и получили 100 новых, от которых становится холодно. Ответы на них определят не только наше будущее, но и право нашего вида оставаться на Земле. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.